вот с ним случилась такая пакость, просто потому, что у него такие, ну, там, скажем, неосознанные родители. Это все-таки это всегда совместная история. Ну, то есть это скорее урок некий такой будет для родителей, которые ничего не понимали, и теперь дети им Да, это, показывают, понимаешь, это же вот, резонируют. да, когда ты, если ты когда-нибудь читал комментарии, я думаю, все мы читали комментарии там в социальных сетях, какие-то такие осуждающие, или там, я никогда вот это, я вот никогда там, как можно там, как можно а, я помню, искала у меня, муж мой бывший куртку потерял, куртку, ну правда куртку. Мгм. Как можно, ну, куртка же, это ж крупная вещь. Я один раз написала в паблике. Может, кто видел, но он в электричке спал, проснулся, вышел и ушел. Мгм. Как можно потерять куртку? Я никогда не теряю, я никогда вот... Ну и много-много таких вещей. Там. Как можно там, например, выйти замуж за такого человека, за такого. То есть, когда ты все время говоришь вот это, знаешь, оно как будто тебя потом развернет туда же, лицом прям туда. То есть ты можешь и куртку, не только куртку потерять, а какой-нибудь большой мешочек, чтобы ты мог понять, что в принципе такие истории случаются. Мгм. Ну, это такое, это, по-моему, ты в каком-то из эфиров говорила про категоричное мышление, да, как раз. Мгм. Мгм. Ну да, категоричное мышление, оно как раз, знаешь, оно и создает вот эти вот потом категоричные твои поступки. А категоричные поступки, по сути, они потом и влечут за собой достаточно категоричные и конкретные последствия. Мгм. А таким образом, вот как, почему пространство так реагирует? Вот, на вот эти вот категоричные действия, там, суждения, да, но они же могут быть и какие-то, ну, не негативные, обычные, то есть, например, в принципе, например, я не, помнишь, ты как-то говорила, женщина, она говорила, что я никогда там не буду в отношениях замужним мужчиной. Ну, это Жена же как женатым. да, ой, женатым мужчиной. Ну, просто потому, что ты же как бы само вот это вот, знаешь, оно предполагает осуждение. Во-первых, оно предполагает осуждение всех остальных, кто так делает. А это как бы тоже не есть. Ну, энергетически не есть хорошо. А во-вторых, ты даже формулируешь, понимаешь, свою энергию, свой вопрос не просто там вокруг какого-то мужчины, вокруг какого бы ты хотел, а твоя энергия крутится вокруг вопроса, женат человек или не женат, понимаешь? То есть ты как будто всех остальных в твоем воле нет, потому что ты сначала должна отсеять их на то, что они как бы, ну, состоят они в браке или не состоят. И плюс любое категоричное вот подобное мышление, оно как бы, ну, человек ходит по каким-то одним стандартным коридорам жизни, понимаешь? А же Мгм. всегда много пространства, вообще много вариантов. Все, что существует, много вариантов. Все, что, может быть, все, что угодно. Знаешь, и оно пытается тебе показать, что может быть все, что угодно. Могут быть собственно, и показывает тебе потом такие ситуации, что могут складываться такие ситуации, где ты так или иначе, по каким-то непонятным причинам вступишь в отношения с женатым человеком. Потому что, ну, ты же не можешь предусмотреть все эти варианты никогда, понимаешь? Может быть, ты не будешь знать, что он женат, там, или, я не знаю, там, он останется единственным мужчиной на земле. То есть оно фактически пытается просто расшевелить твое вот это вот закостенелое Мгм. ну, какое-то умозаключение, чтобы научить тебя взаимодействовать с другой частью мира. И это же не говорит о том, что надо сейчас бежать и вот обязательно это. Это просто ты как бы допускаешь, что этот мир, что эта часть, этот мир существует, что есть кто-то, кто себе это позволяет. И все как бы. А ты можешь себе Мгм. это... Ну, то есть ты допускаешь, что оно существует, а вот позволяешь ты себе или не позволяешь, это уже, собственно, твой выбор. Но именно твой выбор, а за другими ты оставляешь право другого, ну, право Мгм. их собственного выбора. То есть пространство показывает всю свою многогранность, да, и учит, наверное, принятию, что ты принимаешь как бы, То есть принятие — это же такая штука, которая действительно энергетически очень, она прям вот позволяет тебе взаимодействовать с этим миром. Позволяет тебе на самом деле жить, как будто ты, знаешь, живешь в живом комиксе, потому что ты можешь, ты прям начинаешь чувствовать это пространство, ты начинаешь понимать, не знаю, ну, когда